С вами Иван Жданов, и это очередная сводка новостей войны. Сегодня 18 марта, и военные действия продолжаются уже 23 дня. На митинге в поддержку войны уже свозят людей. Львов атакован крылатыми ракетами, а Джавелина установили новый рекорд. Продолжаются активные бои в городе Рубежный. А этим утром снова атаковали Киев. Обломки сбитой ракеты попали в жилой дом. Женя, я тебя прошу стоять возле... Пострадала многоэтажка в Подольском районе, сообщают об одном погибшем. Но обстреливали сегодня не только столицу, ракеты ударили и по Краматорску. Как сообщил губернатор Донецкой области Кириленко, погибли двое, еще 6 ранены. Ну, я здесь, подъедете, набирайся, то есть пусть частями должны старше, когда будем распределять по позициям. Также пострадал Харьков. Там били по академии при администрации президента, но попали также и в жилые дома. У нас есть видео разбора завалов. А вот так теперь выглядит здание академии. В Николаеве разрушена казарма 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Хотя, конечно, вряд ли солдаты находились в казарме, наверняка бригада на одном из фронтов. Еще ночью был атакован Львов. Крылатые ракеты ударили по авиаремонтному заводу. Как сообщила украинская сторона, рабочие были заранее эвакуированы, так что никто не погиб. Но были попадания и в жилой сектор. Вот мы видим на фото разрушенный дом. Украинские власти считают, что удары по Львову были нанесены крылатыми ракетами большой дальности Х-555, возможно, из акватории Черного моря. Но подобные ракеты также стоят на вооружении стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Не исключено, что Россия решила задействовать стратегическую авиацию. Вчера стало известно, что российские войска вошли на окраины Мариуполя и начали штурм жилых кварталов. Но Мариуполь – это довольно большой город, и быстро захватить все его части вряд ли получится. Идут бои зарубежные. По сообщениям российской стороны, им удалось войти в город. Публикуются вот такие видео. В самом городе Рубежном украинские войска отступают. Те, кто пытается сопротивляться, вот все, что остается. Города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск – это важный опорный пункт ВСУ в районе соприкосновения с ЛДНР. Бои в этом районе уже идут больше недели, и пока российской армии не удается продвинуться дальше. Пентагон сообщил, что джавелины на Украине побили собственный рекорд эффективности. На 112 выстрелов, 100 точных попаданий в цель. Судя по всему, это связано в первую очередь с тактикой засад. Украинские военные используют джавелины с близких дистанций. К тому же много отдельных целей, не защищенных пехотой, что тоже упрощает точное прицеливание. У нас есть свежие кадры с работой другого противотанкового комплекса «Стугна».
Как видите, техника идет небольшими группами и легко поражается из засады. Украинцы по-прежнему находят брошенные танки БМП и даже вот такую ценную технику, как Саум-100. Говорят, просто соляра кончилась. Нашли под Ингулкой. Без солярки ее оставили. Но что самое главное для русского солдата: антифриз, яд. Да, просто без солярки, полностью снаряженная с БК, все как положено. Сейчас будем ее как-то волочить. По данным сайта Oryx, российская армия потеряла уже 1500 единиц техники, в том числе 39 вот таких бронированных джипов «Тигр». Украинская армия, по данным тех же экспертов, потеряла 373 единицы техники, то есть соотношение уже почти в 4,5 раза. Вчера появились первые фото сбитого Байрактара. Россия уже заявляла об уничтожении не менее 30 Байрактаров, но вот, видимо, впервые действительно сбили. Украинские власти подсчитали стоимость разрушенной инфраструктуры страны – более 62,5 миллиардов долларов. Все это, конечно, придется компенсировать в будущем. Это еще один подарок Путина будущему поколению. Поэтому, когда мы говорим, что Путин лишает Россию будущего, это не фигура речи, это буквально так. Но если дороги и дома можно построить заново, то как компенсировать человеческие потери? Украинские власти опубликовали карту регионов, где в ходе войны погибли дети. Больше 100 детей. К сожалению, пока нет никаких достоверных данных о судьбе людей из Мариупольского драмтеатра. Надеемся, всем им удалось спастись, как это заявлялось раньше. В России начались митинги, а вернее путинги в поддержку войны. В буквальном смысле слова, кровавые митинги в поддержку уничтожения жилых домов, голодные блокады Мариуполя в поддержку убитых и брошенных на полях российских солдат. Понятно, что кто-то действительно приходит на подобные факельные шествия добровольно. Даже по данным нашей социологии, процент поддерживающих войну заметный. Но мы знаем, что всю неделю на митинге сгоняли просто бюджетников и студентов. В основном в приказном порядке. Заранее оговаривалась символика мероприятия. Появились фото и видео, как людей подвозят на специальных автобусах. Кроме того, сегодня опубликовали список запрещенной на этих митингах символики. Например, нельзя приходить с украинским флагом. Хотя очень странно, а почему? Ведь Путин постоянно говорит, что вся эта спецоперация ради освобождения Украины, и украинский народ с радостью встречает российских солдат. Что же тогда, в чем провинился украинский флаг? Что не так с ним? Почему нельзя с ним прийти и поддержать на самом деле вот эту настоящую Украину? Президент США Байден продолжает выступать против Путина. Это очень правильно, потому что вот как это выглядело на ежегодном обеде друзей Ирландии. My generic point is that, now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people. Давайте я переведу, что дословно сказал Байден, что у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, чистого головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины. И с этим сложно не согласиться. Мы будем и дальше каждый день рассказывать вам о событиях войны России против Украины. Не забудьте распространить это видео, поставить лайк и подписаться на наш канал. Уже завтра выйдет наша итоговая большая программа, в которой мы подробно разберем события недели и покажем еще больше материалов. А сегодня не забудьте включить вечерний эфир в 19 по Москве и 18 по Киеву.